Доброе утро, пацаны и пацаники. Добро пожаловать на мою попытку сделать обзор на аниме про дерущихся мужиков. Драконоподобная серия игр славится... Нет, не по комментариям. А своим умопомрачительным сюжетом, жесткой боевкой, Чё, блять? запоминающимися персонажами, да и в целом охуенно. Сейчас я, как самый преданный фанат японского мордобоя, вам поведаю о не менее крутом спин-оффе Руби Готоку Ишин. Закат эпохи самураев. Время больших перемен. Проклятые американцы, флексия своим сильным флотом, вынуждают правительство Японии, Сигунат Токугава, подписать торговое соглашение, тем самым положив конец изоляционной политике Японии, что держало отрезанными их от остального мира в течение 250 лет. Народ Японии увидели, как сильно они отстают от остального мира, а Сигунат ничего не мог с этим сделать, а потому было принято решение его свергнуть и вернуть полную власть императору. Сакамото Рёма возвращается в свой родной город Тоса после нескольких лет тренировки искусству фехтования. Наблюдает за несправедливостью иерархической системы, противодействует ей, а затем отправляется за решетку. Как же жизненно. Из-под лап смерти Рому спасает его приемный отец и по совместительству губернатор провинции Тоса Йошида Тойо. Районный прокурор. А еще он ведущий член лоялистской партии, цель которой покончить с социальной иерархией Токугавы, в которую он нас любезно приглашает. После Сакамото отправляется навестить своего лучшего друга детства, а также теперь уже сопартийца Татечи Ханпейту. Или Ханпейта. Татечи знакомит Сакамото с членами лоялистской партии и производит акт коррупции, повышая его до своего заместителя, несмотря на то, что он так долго отсутствовал. Один из самых преданных последователей Татечи, Акада Иза, в рот ебал такие приколы, а потому решает на протяжении всей игры получать пиздюлину от Сакамото. Несколько ночей спустя Йошида встречается с Сакамото и Татечи в своем кабинете и рассказывает им о своем плане заставить лорда Тосы, Ямаучи Йода, провести реформы своей партии. И в самый неподходящий момент встреча прерывается убийцей в маске, который убивает Йошиду. Нет, батя! И убегает. Пока Татечи преследует убийцу, Сакамото решает подержать Йошиду в руках, чтобы его моментально обвинили в его смерти. Что, собственно, он нам и говорит. Если они сейчас войдут в комнату, то подумают, что ты убил меня. Как же он был прав. Перебив почти всех своих бывших сопартийцев, Сакамото выбегает из дома и застает Татечи, бесславно проигравшего в дуэли с убийцей, который использует доселе невиданный стиль боя. Сакамото сам вступает в схватку с убийцей, но проклятые скрипты позволяют ему сбежать. Черт возьми! После боя Сакамото тоже убегает, ведь он столько дел наделал, настаивая Татечи, что он должен выследить настоящего убийцу, чтобы доказать свою невиновность. Ну а дальше главный герой делает некие действия, которые приводят к некоторым последствиям, знакомится с новыми персонажами, бьет, режет и стреляет в морды недругов, и в конце ему строят памятник. Как мне понять сюжет, если я не знаю японского? Все очень просто, но не просто. Для начала, я тебя побью, а потом мы уже выйдем с тобой на нормальный диалог. Ведь именно так у нас в Камурочи решают все проблемы. Но, подожди, есть видео на ютубе с переводом на английский всех катсцен и сюжетно важных диалогов, а также текстовый гайд по игре. Опять же, на инглише, но его хотя бы удобно перевести. Он же текстовый. Но после каждой катсцены лезть и читать, что вообще происходит, сможет не каждый. А это значит, что лишь сильные смогут осмыслить сюжет игры и досмотреть это видео. А можно поступить как я и воспринимать сюжет через действия персонажей, не понимая, зачем они это делают. Я так всю серию Якузы прошу. А еще можно выучить японский. Лол.
Ну что, детишки, понравились вам разные стили в нулевке? Ну так познакомьтесь же с тем, с кого это началось. Бдыщ. Рукопашный стиль с новым мувсетом. В нем вы, как и раньше, можете подбирать предметы, использовать оружие из инвентаря. Но самая важная фича, которой вы просто обязаны пользоваться, это парирование. Но в отличие от парирования из четверки, здесь вы получаете временную неуязвимость, которая не сбрасывается при смене стиля, что позволяет безнаказанно лупить вражин, как вам хочется. Бить кулаками это, конечно, круто, Кирю буквально в каждой части это делает, но что это за игра про самураев без катаны? Катана это катана. Не такая классная, как у Райдена, но все еще катана. Имеет самый высокий дамаг и самую медленную скорость. Позволяет блокировать вражеские катаны и пули. Даже имеет свою версию тайгер-дропа, удары в вороте, камати-пэли и прочего. Внезапно пистолеты. Технологии клятых пиндосов и сюда добрались. А Сакамото человек современный и не стесняется применять эти технологии. Позволяет держать врагов на расстоянии, чтобы не получить пиздюлей. Ну или чтобы потроллить искусственный интеллект. Но будьте осторожны, он может вас отпиздить. Можно покупать и крафтить специальные пули, которые имеют разный стихийный урон. Но об этом позже. И смесь двух вышеперечисленных стилей. Дикие танцы. Самый быстрый стиль, который может жестко задоминировать как и одного катана-дюда, так и целую толпу. Возможность увернуться во время атаки делает этот стиль чуть ли не имбой. При высоком FPS и должном стиле позволит вам не получать урон вовсе. Также каждый из этих стилей имеет свой спецприем. Механика, прибывшая из 5-й якудзы. Сила Стар Платины. Так твой стенд того же типа, что и Стар Платину? Радиус небольшой, но сила и точность невероятные. Хлеборезка. Комбинируйте стили, смотрите крутые хит-экшены и получайте за это опыт, который вы соответственно вливаете в прокачку этих стилей. Меню прокачки выглядит так, как и в нулевке, хотя правильнее сказать в нулевке, но выглядит как в вышине. У вас есть 4 тарелки с ямками, в которые нужно сувать разноцветные сферы. Всего их 5. Цветные вы получаете за использование конкретного стиля. Красная рукопашка, синяя катана, желтая пистолеты, зеленая дикий танец. Вкладывать эти сферы можно в соответствующий стиль. Белую же сферу дают за уровень, и ее можно вкладывать в любой стиль. Если захочется, ее можно заменить цветной сферой и вложить в другой стиль. Сейчас это звучит вообще не впечатляюще, но когда я первый раз это увидел, то охуел. Еще, если заполнить все ямки сферами, то вы сможете сделать так называемый лимит брейкер. Для этого нужно поговорить с учителем нужного стиля и победить его. А при достижении 99 уровня можно будет сразиться со всеми учителями одновременно. Ой, блядь, чувствую, что это будет полный пиздец, ведь они сами по себе довольно сложные. Ну, кроме Камати, потому что его можно неуязвимостью победить. Ну вот мечесосные и пистолетные учителя это пиздец полный. Один бесконечно уворачивается и стреляет, а другой, блять, использует этот тайгер-дроп на мече просто потому, что ты стоишь на месте. Сука, урод. Вот это будет контент для стрима, конечно. Ну и не стоит забывать, что если тебя заинтересовала игра, то можешь залететь ко мне на Twitch и позадавать вопросы, и приятно, или не очень, посидеть. Цитуда. Что такая горячая вода? Ну остуди быстро. Теперь игрушек для битья, стреляния и резания, которых вы будете бить, стрелять и резать всю игру. Супер новое нововведение. Броня. Теперь вам периодически будут попадаться противники с дополнительной полоской хп фиолетового цвета, которая режет урон от атак и хит-экшенов. Будет вызывать проблемы до появления качественной экипировки, ведь броня обычно есть у сильных силачей, которые очень больно бьют. В силу своей скудоумости не знаю даже, что и сказать про искусственный интеллект. Боты, как и раньше, пиздят толпой, бывает даже спамят какой-то неприятной атакой. А могут стоять чуть ли не минуту, если вы ждете момента, чтобы нажать треугольник. Если же вы уже бьете кого-то, то остальные наблюдатели не поскупятся на бэкстеп. В целом, если играть тактикульно, не врываться в толпу, не получать, а наносить урон и не умирать, то вы будете всегда побеждать.
Йоу. Далее по сюжету вам откроются такие приколы, как данжи. Японцы, как известно, высокие ценители всякого рода дрочилин. Можете догадаться, чем вам придется там заниматься. Фармить ресурсы. Заряжаете в киоске колоду и отправляетесь крушить все живое. Если вдруг возникает какая-то проблема, или же вам просто хочется разобраться во всем этом изобилии иероглифов, обращайтесь в гайд. Не обязательная вещь, но если вам хочется крутую катану, то придется потратить какое-то время на фарм. В якудзах раньше можно было покупать, улучшать оружие и аксессуары, но там проблемы в основном решались кулаками. Здесь же кулаками вы можете разве что полупотеров на улице почесать. А потому, чтобы быть самым сильным самураем, вам нужна сильная катана и сильный пистолет, а еще сильная пушка, сильное копье, сильный двуручник, сильный хуй. И в этом вам поможет кузнец. А его можно создавать и улучшать оружие, что очевидно. Но интересно не это. И возможно не следующее. У большинства бьющих, стреляющих, острых, тупых палок есть свое свойство, которое можно передавать от палки к палке. Но чтобы понять, что конкретно дает символ, придется снова обратиться к ссылке на гайд в описании. Ну и куда же без проверки своего нового вооружения? Арена, в целом такая же, как и раньше, заставляет вас почувствовать себя ничтожеством в этом мире, где все тебя ебут. Пиздец, пиздец, блять, пиздец, блять, пиздец, ебачка какая-то, блять. Пиздец, блять, пизданул, пизда, блять, нихуя, блять, ёпта. Ну что, нормально поиграем в якудзу. Опа, понеслась. Ну вот так-то нормальная игра. Ну нахер это помойка, где мой Fortnite? Но теперь нужно победить вместо 3 оппонентов 5. Добавили испытания. Победите 100 врагов в одном стиле, которые вы, возможно, пройдете только после победы над ОМОНом. После того, как Рома самоотверженно, разбежавшись, прыгнул со скалы, прошел год, и мы оказались в Киото. Снова столица Японии, только раньше это был Токио. Ну как раньше, позже, то раньше в играх, но позже исторически. Новый город это, конечно, классно, но чем заниматься-то в нем помимо битья лиц? Ну а как насчет веселой древнеяпонской фермы с Харукой? Место для тех, кто хочет отдохнуть после десятка другого мордобоя. Выращивайте аграрные приколюхи, делайте из них еду, продавайте, используя пиздючку в качестве личного мула. И дружите с ней, чтобы петь в караоке. О, караоке. В этой части вам даже не придется несколько часов общаться с девочками в кабара-клубах для того, чтобы открыть мультик. А нужно всего лишь закрыть сюжетку. Помимо попевушек с редькой во рту и пиздючкой под рукой, тут вам и маджонг, и японские шахматы, и горный притон, где можно заработать, ну или просто проебать все. Традиционные японские танцы, лапшичный раздаватель а-ля запомни все иероглифы, чтобы не проебать, петушиные бега, нарезание и обстрел пушечных ядер, рыбалка, куда ж без нее, полено-рубитель, напухаю японскую куртизанку и камень-ножницы-бумага на раздевание. Охуеть, как долго. И я наверняка что-то пропустил, но и этого уже вполне достаточно. Не хватает разве что древнеяпонского боулинга, как в Кинзане. Ну и конечно же сайд-квесты и впервые появившаяся механика дружбы. Очень жаль, что я не умею читать иероглифы, ибо сайд-квесты в Якудзе это как всегда что-то гениальное. В некоторых из них достаточно просто наблюдать за происходящим. Блять, что тут творится, нахуй? Пиздец. В некоторых просто тонна текста и выборы вариантов ответа, собственно, опять же без гайда не разобрать. Что за хуйня, он влюбился в меня? В кадык ему. Какого хуя? А мне нравится этот парень. Блять. Но дружба это тоже своего рода сайд-квест, только чтобы пройти его, вы должны отдавать конкретные предметы людям, и в конце они раскроются вам как персонажи. Наверное. Гигантского карася будешь? Что? А как Киото в плане живости? Да он даже живее, чем в последующих частях серии. Жители делают разные штуки, кто-то убирается, кто-то на рынке тусит, а кто-то клады ищет. Вот ведь кладмен мудак. Если случается какая-то стычка, там может собраться толпа, и кто-нибудь оттуда может к вам подбежать, прося о помощи. Навалили масштаба, если кратко. Якудза-фага, удивили пальцем. Тут буквально анимацию жителей больше, чем во всех играх серии вместе взятых. Киото большой и выглядит достойно. Имеет кучу ресторанов, магазинчиков. Рынок выглядит как рынок. Охуеть. Есть пару микрорайонов. Бедный там...
Не бедный. Город натурально живет и жрет все ресурсы моего 3700X, потому все стычки в густонаселенных местах проходят примерно в 20 FPS. На вас, как обычно, нападает по 10 человек, стабильно каждые 1,5 минуты. И даже это по-разному происходит. Вы можете как наткнуться на тех, у кого сильно чешутся кулаки, и они за вами побегут, просто завидев издалека. Есть те, кому похуй до тех пор, пока вы с ними не столкнетесь, а есть поджидающие Ромку из-за угла. Ну и для удобного перемещения по такому крупному месту здесь впервые добавили бег и аналог такси. Осталась разве что музыка, которая все видео забивала шум моего микрофона. Как всегда, услада для ушей, которая перенесет вас в эпоху Эда, если бы там была электрогитара. Благодарю композиторов за тот мед, что они вливают мне в уши, пока я играю в Ишин. Омочи моего слиза... О чем я? А что в итоге-то? Это если не лучшее, то однозначно одна из лучших игр серии. Самым живым открытым миром, что я видел в Якудзе. Великолепной боевкой с этими супер жесткими хит-экшенами доставляет мне большое удовольствие. Кроме тех моментов, когда игра безостановочно ебет вас во все щели. Как соответственно и во всех Якудзах. Обновленный движок. На эмуляторе, правда, все мыльное. Плюс постген-версия. Но этот же движок вы могли видеть в нулевке, а нулевка пиздато выглядит. Иди нахуй, человек, который скажет, что там модель из PS2. Мать твою, с PS2, я ее на Тетрисе проходил, казнь. Только про сюжет сказать, ничего весомого не могу. Смотреть и не понимать, почему происходят те или иные события, было интересно. Возможно, сделаю что-то типа кратко про, но это по большей части зависит от фидбэка, так что комментируйте комментарии, на группу ВКонтакте подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего. Я еще не упомянул стелс в этой игре, но он появлялся, может, один раз по сюжету и пару раз в сайдах. Просто сратенький стелс, где нужно в бочках прятаться. Но несмотря на это, игра заслуживает свои 10 Акитсоджи из 10. Молим всем селом Маджиму, чтобы Рюгатоку Студио портировали Ишин на ПК. Есть 5 сфер. Чё, их реально 5?